Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я продолжу знакомить вас с миром английского футбола. Я приехал в графство Кембриджшир, в город Петерборо, где на стадионе Лондон Роуд, находящемся прямо у меня за спиной, местный клуб Петерборо Юнайтед сегодня сыграет с Бёртон Альбион, соседями по турнирной таблице Лиг 1, третьего по силе дивизиона Англии. Да, обе команды находятся где-то на дне турнирной таблицы, у них поровну очков, так что я очень надеюсь, что они смогут порадовать нас сегодня хорошим футбольным зрелищем. Вы же тоже заранее настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и погнали! Нас ждет Петерборо Юнайтед, Бёртон Альбион. Будет интересно. Перед стадионом обустроена такая фан-зона, где сегодня, согласно вывескам, проходит фестиваль еды и пива. Фестиваль еды и пива – это 2 палатки со стритфудом и 2 бара. Ну а также диджей, столики. Кстати, очень людно за час до матча. Прекрасная погода, воскресный полдень. Как и на стадионе в Кембридже, здесь есть палатка с крафтовым пивом, Брюборд. Я так понимаю, это как раз кембриджширская пивоварня. Ну и выбор здесь очень даже неплохой. Есть 7 видов напитков. Есть и лагеры, и IPA, нескольких вариаций. Ну и пинтой этой Hazy IPA я предлагаю сделать чирс здесь в фан-зоне на фоне фасада стадиона Петерборо Юнайтед. Как я уже сказал, в этой фан-зоне есть несколько опций еды, и если бургерами и хот-догами меня уже особо не удивишь, то вариант Jack Potato, ну по сути крошка-картошка по-британски, не часто встречается на стадионах, и именно на таком варианте я решил остановиться. Порция картофеля с чили кон карне, а также доброй горой сыра стоит 8 фунтов, без сыра 7. Ну и очень даже все аппетитно и сытно выглядит. Сейчас будем пробовать. Чили кон карне, картошка, сыр. Очень вкусно. Ребят, огонь. Сверху еще огурчики, бобы, кукуруза. Сытно, нажористо, аппетитно. То, что надо, чтобы разогреться перед отличным футбольным матчем. Ну и, конечно же, здесь возле фан-зоны находится The Posh Store, магазин клуба. Ну, кстати, выглядит очень классно. Большой, просторный и очень стильный. Он действительно The Posh Store. Очень классный. Быстренько сейчас пробежимся и посмотрим, чем здесь торгуют. Большое количество стильной одежды. Такие приятные свитшоты сейчас по сейлу идут за 33,60. Вышивка 1934, год основания клуба. Вышивка с логотипом. Есть даже такие хорошие кажуальные штаны за 28 фунтов. Футболки команды. Конец сезона. Идут распродажи. Вместо 52 фунтов за 25. Играет Петерборо в Puma. Очень качественно. И цвет синий очень красивый. Конечно, футболки с прозвищем клуба Posh тоже в наличии. Вот даже изображение раздевалки есть. Кстати, Лисби, номер 17. Если вам эта фамилия ни о чем не говорит, то неудивительно, но вообще парень еще несколько сезонов назад играл в Крей Вэлли, в моей local team, а сейчас он уже в Лиг 1. Есть одежда и для детей. Вот, кстати, очень классная. Это рождественская за 12 фунтов худи. Санта, оленя. Все в цветах Петерборо Юнайтед. Есть несколько видов кепок. Ну, конечно же, все с прозвищем клуба The Posh. Носки, аксессуары для гольфа. Вот очень прикольные есть пивные бокалы. Петерборо Юнайтед не традиционной такой формы, скорее в виде банки пива. Стоят 10 фунтов. Бирдеки, кружки для воды и многое другое.
Более того, я вам скажу, здесь есть даже свои пинты, Posh Pint, брюборд, как раз от той же крафтовой пивоварни, которая наливает пинты около стадиона. Есть значки, набор в виде футболок клуба разных лет и, собственно, логотип команды. Вот такой сет стоит 20 фунтов. Есть несколько видов брелочков, есть кошельки, открывашки. А вот с пинами здесь беда, только вот такой пин с годом основания клуба, нету логотипа. Вот это прям очень печально. Но есть просто вот такие значки, но тоже ничего интересного. 2,80 набор из 4 значков. Вход здесь, конечно, очень узкий. Thank you. Вот прям приходится нормально протискиваться в турникеты. Ловишь флешбеки с более инграунда даже местами. Ну, в общем, все, мы внутри. До матча несколько минут. Надеюсь, будет круто. Под трибунки здесь даже есть клубный магазин. Небольшая версия, но самое необходимое продается. Очень круто. Смотрите, есть и шарфы, и футболки, и кепки, и шапки. Вот если вы пришли не Match Day Ready, то всегда можно здесь подкупить необходимые вещи. Матч начался. Слева небольшой сектор гостей. Где-то там вдали справа фанаты хозяев. Там даже с барабанами, с флагами. Что-то как-то я неправильно разобрался в расположении трибун, что я планировал быть рядом с ними. Но попробуем, может, туда перейти получится, посмотрим. Футбольный клуб Петерборо Юнайтед появился в 1934 году, придя на смену клубу Петерборо энд Флеттон Юнайтед, прекратившему существование 2 годами ранее. Ну и практически всю свою, не сказать, чтобы длинную историю, команда играла на уровне 3-4 дивизионов Англии, периодически пробиваясь в дивизион 2, но происходило это очень редко и надолго команда там не задерживалась. За годы своего существования команда смогла отметиться 3 победами в розыгрыше трофея лиги EFL Trophy. Случилось это в сезонах 13-14, 23-24 и 24-25. И видео о том, как команда выигрывала свой 2-й трофей, вы могли видеть у меня на канале. Я тогда был на секторе противников Петерборо, но тем не менее все кадры той победы Posh, а именно так называют Петерборо, я смог заснять. Петерборо забивает просто вообще непонятный, невероятнейший гол. 2-1. Вот это матч, ребятки. Прозвище Петерборо Юнайтед The Posh дословно переводится как «роскошные», «изысканные». Ну и достался оно команде в наследство от праотца клуба Флеттон Юнайтед. Дело в том, что в 1921 году главный тренер команды сказал, что ему нужны именно такие Posh Players для того, чтобы построить Posh Team. То есть изысканные игроки для изысканной команды. Прозвище настолько приклеилось к команде, что в 2002 году Петерборо Юнайтед зарегистрировали The Posh как товарный знак, что, между прочим, не понравилось Виктории Бекхэм, которая в тот момент была известна как Posh Spice. И она попыталась оспорить право на вот этот товарный знак в суде, но суд, естественно, проиграла, потому что, ну, кто первый, того и тапки. Стадион Лондон Роуд служит домом Петерборо Юнайтед с момента основания клуба с 1934 года. Вообще арена появилась в 1913 году и вмещает на данный момент порядка 15 тысяч зрителей. Сегодня, ну, навскидку, я думаю, может, 6-7 пришло. Во-первых, половина той центральной трибуны полностью закрыта.
Здесь есть только небольшой гостевой сектор, да и на остальных трибунах то тут, то там зияют такие большие пустоты. Придя сюда, на London Road Stadium, ну ты чувствуешь, что стадион старый, здесь прям так атмосферно, обзор в кавычках потрясающий. Ведь это огромный проход, благодаря которому прямо перед вашим лицом будет вот такой забор. Да, об этом предупреждают при покупке билетов, но я никогда не мог подумать, что это настолько сильно портит вид. Ну, та трибуна, сами видите, классика, перекрытия, которые также неплохо мешают смотреть на поле. Над центральной трибуной серый шифер. В общем, такая типичная олдскульная английская классика, которая могла бы служить в качестве такого дефолтного стадиона в FIFA. Вот когда ты выбираешь просто какой-то английский стадион. И вот London Road Stadium вполне может выступить в роли вот этой арены. Конец первого тайма, гости открывают счет, гол в раздевалку 1-0. Но вообще игра идет очень бодрая, на встречных курсах. Что у тех, что у других ворот много моментов. Надеюсь, во втором тайме команды продолжат нас радовать таким футболом. И еще голы тоже будут забиты. Ну и в первую очередь я надеюсь, что хозяева тоже порадуют свою публику. Вообще фанаты Петербора очень даже хорошо поддерживают свою команду, громко, слаженно поют, весь матч не затихают, прям респект им, даже флаги есть, что не так часто ты встретишь в Англии на стадионах. В общем, хороший, бодрый такой домашний сектор здесь на London Road Stadium. 1-1! Трибунам объявили, что сегодняшняя посещаемость 7731 зритель и гостевой сектор — это 343 болельщика, приехавшие этим солнечным воскресным днем из Бёртона. Не густо, откровенно говоря, но я и предполагал, что стадион примерно наполовину пуст будет. Оказался прав. Ну и финальный свисток. 1-1 на табло. В матче, в котором никому ничего нужно не было, ничья, в принципе, вполне себе закономерная. Я думаю, можно смело покидать London Road Stadium и прощаться с Петерборо. Если подводить итоги, то матч превзошел мои ожидания.
не игрой, а вот уровнем суппорта. Я как-то даже и не ожидал, не знал, что у Петербора Юнайтед есть такие бодрые болельщики, которые гнали команду весь матч вперед. Их барабан не замолкал, периодически и флаги шли в дело. В общем, лайк ставлю. Не совсем типично для Англии, и всегда приятно, когда есть такая бодрая поддержка. Надеюсь, вам это видео тоже понравилось. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Пишите комментарии, как вам Петербор Юнайтед и вообще атмосфера на стадионе. Все это помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного, не пропустите.